Я всех приветствую на канале Hi-Fi Energy. Сегодня в видеообзоре я расскажу о цифровом рекордере компании TIC SD500HR. Этот рекордер предназначен для японского рынка. Рекордер TIC является практически полным клоном известного цифрового рекордера компании Tascam DA3000. Но по сравнению с Tascam DA3000 корпус SD500HR предназначен для домашнего использования, а не для установки на рэк-стойке. Немного изменен дизайн, есть какие-то нюансы в настройках, в записи, а так в основном все похоже. Сначала я расскажу, что находится на фронтальной панели, о нюансах записи. Затем расскажу, что находится сзади. В заключение я расскажу о впечатлениях прослушивания аудиофайлов, выполненных на рекордере TIC. По ссылке под видео можно будет скачать файлы, их послушать и сделать собственные выводы, как справляется с записью рекордер TIC SD500HR. Итак, давайте приступим к обзору. Кому может быть нужен и полезен этот рекордер? Прежде всего тем, кто занимается звукозаписью. А звукозаписью в большинстве случаев занимаются коллекционеры винила. Любители винила делают копии пластинки на всякий случай. Мало ли что с ней произойдет. У многих есть одна и та же пластинка, выпущенная в разные годы, разными компаниями. Но среди них может быть одна пластинка, которая представляет особую ценность. Пластинка выпущена в год выпуска, записана хорошо и имеет не больше одного-двух проигрываний, а лучше ни одного. Любители винила снимают с пластинки цифровую или аналоговую копию, после чего ставят пластинку на полочку. Пластинки хранят как коллекцию, а сами коллекционеры слушают копии виниловых пластинок. Рекордер может быть полезен и тем, кто не имеет никаких коллекций, а только слушает цифровые аудиофайлы. Рекордер поддерживает чтение как PCM-файлов формата 24192, так и DSD-файлы с частотой дискретизации 2,8 и 5,6 МГц, что обеспечивает уже высокое качество записи и воспроизведения. Отличительной особенностью рекордера является то, что он не требует подключения к компьютеру. Рекордер работает автономно. Запись может производиться на две съемные флеш-карточки. Еще можно подключить USB-накопитель, но на USB-накопитель запись сделать нельзя. Можно с карточек памяти копировать на USB-накопитель файлы и наоборот копировать с USB-накопителя файлы на карточке памяти. Для переноса аудиофайлов на компьютер не надо каждый раз вынимать карточки памяти из рекордера. Карточки памяти устанавливаются в гнезда под крышкой. Крышка открывается сверху. Здесь мы видим с левой стороны гнездо для подключения карточек типа SD. Поддерживается запись и воспроизведение на карточках объемом до 256 гигабайт типа SD-XC. Сейчас я покажу эту карточку. Нажимаю, и карточка у меня в руках. Устанавливается на место также. Слот, щель и иду фиксации. Мне не удалось проверить работоспособность рекордера с карточками большего объема в связи с их отсутствием. Для USB-накопителей гарантируется поддержка до 64 гигабайт. Я проверил работоспособность USB-накопителя с карточкой 256 гигабайт типа SD-XC. Никаких проблем нет, все работает как часы. Возможно, работоспособность с карточками большего объема появилась после последней прошивки. Справа установлена карточка памяти типа Compact Flash. Такие карточки в основном используются в фототехнике. Согласно паспортным данным, поддерживается запись и воспроизведение на карточках объемом до 64 гигабайт. Я установил карточку 128 гигабайт, никаких проблем нет, все работает. Для того, чтобы вынуть, надо нажать на специальную клавишу до конца. Карточка у меня в руках. Для того, чтобы вставить, опять устанавливается слот до фиксации.
Отличительная особенность карточек Compact Flash состоит в том, что они гарантированно сохраняют информацию более 40 лет. Считается, что это самый надежный флеш-накопитель для хранения информации. Как проверяли возможность гарантированного сохранения информации на карточках 40 лет, я не знаю, не проверял. Однако, если кто-то захочет проверить эту информацию, то могу пожелать проверяющим отличного здоровья. Теперь защитную крышку можно закрыть. Слева наверху расположен выключатель питания. Вот он. Под выключателем питания внизу находится гнездо USB для подключения клавиатуры. Во время записи можно редактировать файл, изменить название папки или трека. Как я уже говорил, USB-флешка предназначена для прослушивания или копирования аудиофайлов. Для записи, воспроизведения или копирования аудиофайлов можно выбрать SD или Compact Flash карточку. Прослушивание DSD файлов напрямую без компьютера дает очень хороший результат. Сразу можно услышать разницу в качестве звучания. И эта разница хорошо заметна. О том, как правильно выполнить подключение рекордера, я расскажу позднее. Некоторые пользователи высказывают свое мнение о качестве звука, хотя не могут выполнить подключение правильно. Скорее всего, они просто не очень хорошо понимают, какие есть нюансы подключения цифровых аудиоустройств, за счет чего обеспечивается высокое качество записи и воспроизведения. Прежде всего потому, что в рекордере установлен отличный термостабильный внутренний кварцевый генератор, который может ошибиться не более одного раза на 1 миллион или 1 Гц на 1 МГц, не более, и это максимальное отклонение. Для любителей прослушивания цифровых аудиофайлов хочу сказать, что при записи и воспроизведении есть много нюансов, ничуть не меньше, чем при прослушивании винила. Я бы даже сказал, что нюансов больше, и все стоит значительно дороже. Хорошее аудиоустройство профессионального уровня имеет вход для внешнего генератора. Это необходимо для достижения максимального качества звучания, потому что отклонение частоты генератора от заданной приводит к ошибкам и ухудшению качества звука. Внешний генератор стоит от 50 до 2 миллионов. Генератор может быть совмещен с ЦАПом, он может иметь поддержку преобразования аудиофайлов, чтения файлов, однако такое устройство стоит достаточно дорого, но это себя оправдывает. Вся профессиональная цифровая аудиотехника имеет встроенный генератор или гнездо для подключения внешнего генератора. Рекордер TIC имеет встроенный генератор достаточно высокого уровня. Стандартная частота синхронизации 10 МГц. Для записи и воспроизведения DSD файлов может использоваться частота синхронизации 44,1 кГц или кратная ей. Для синхронизации цифровых устройств необходимо использовать один генератор. Рекордер TIC может синхронизироваться как внутренним, так и внешним генератором. Внутренний генератор можно использовать для синхронизации внешних цифровых устройств. Если учесть, что стоимость этого профессионального рекордера менее 100 тысяч рублей, то это очень выгодная покупка. Как всегда, после видеообзора я продаю свою технику. Если кому-то интересна покупка этого рекордера, по ссылке внизу можно найти информацию о рекордере. В центральной части фронтальной панели рекордера расположен большой дисплей. Дисплей отображает всю текущую информацию. Чуть правее расположены многофункциональные кнопочки и, соответственно, многофункциональный поворотный регулятор. Для входа в меню настройки рекордера служит кнопка, которая так называется «Меню». Размер этой кнопки я бы выбрал побольше, например, как кнопка вот с подсветочкой красивой «Инфо», потому что в меню будет использоваться кнопка достаточно часто. Управление рекордером очень хорошо описано в инструкции пользователя, так что если возникли какие-то сомнения, вопросы или что-то пошло не так, можно обратиться к подробной инструкции пользователя. Еще правее расположены стандартные кнопки управления устройством. Воспроизведение, запись, пауза, стоп, перемотка влево-вправо. Все функции управления рекордером также доступны с маленького пульта дистанционного управления. Вот такой пультик.
Еще правее наверху расположена ручка поворотная, которая позволяет отрегулировать громкость наушников, что может быть очень полезно при записи аудиофайлов с виниловой пластинки. Можно не включать звук в аудиосистеме и, соответственно, уменьшить шум в аудиофайле. Теперь переходим к настройкам на центральной панели. На дисплее отображается вся основная информация, например, какая выбрана папка, трек, какая выбрана карточка для записи или воспроизведения аудиофайлов. В данном случае у меня выбрана карточка SD, значочек. Время, сколько времени прошло и осталось, ну и так далее. При нажатии кнопочки «Info» происходит переключение отображаемой информации. При переключении можно увидеть, какой выбран формат записи. Сейчас у меня выбран формат записи DCF с частотой дискретизации 5,6 МГц. Синхронизация, соответственно, выбрана внутренняя, файл стерео. Еще ниже информация о дате записи. При нажатии кнопки «Info» меню возвращается в первоначальное состояние. В рекордере есть 8 меню. Ну и, соответственно, в каждом меню есть подменю. Подменю навигации можно делать, переходить с помощью поворотного регулятора. Нажимаем. С помощью кнопки меню можно переходить, соответственно, по меню, что можно настроить с помощью этих подменю, отрегулировать или выбрать. В первом подменю можно выбрать, соответственно, папку. При нажатии на кнопку можно, соответственно, выбрать, какая выбрана папка, создать свой плейлист, ну и так далее. Следующее подменю позволяет выбрать карточку для записи или воспроизведения. Это SD, Compact Flash или выбрать USB-накопитель. Однако стоит помнить, что запись возможна только на карточке памяти SD или Compact Flash. USB-флешка может использоваться только для чтения или копирования информации, соответственно, аудиофайлов на карточку SD или Compact Flash. Или наоборот, с карточек SD или Compact Flash на USB-накопитель. Возможно копирование аудиофайлов с карточки, соответственно, SD и Compact Flash, или наоборот, Compact Flash на карточку SD. В нижней части подменю можно выбрать синхронизацию. Сейчас у меня выбрана внутренняя синхронизация. Следующее меню, следующая группа меню, здесь можно выбрать формат записи файла. Сейчас у меня выбран формат записи DCF, частота дискретизации 5,6 МГц. Можно также выбрать частоту дискретизации здесь 2,8 МГц. Также можно выбрать формат записи WAV 24 бита или WAV 16 бит. И, соответственно, частота дискретизации это 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96, 176, 76,4 и 192 кГц. В нижней части, в нижнем подменю можно выбрать формат отображения файла. По умолчанию это дата. Или использовать какие-то собственные пользовательские настройки. Там, как нравится пользователю называть свои папки, там, файлы и так далее. Это все можно настроить и отрегулировать. Далее переходим в следующее меню. Здесь можно выбрать, какое на устройство будет, точнее, на устройство какой будет активирован вход. Балансный, небалансный или цифровой вход. Сейчас у меня выбран небалансный вход. При подключении ко входу рекордера другого цифрового устройства нужно выбрать цифровой вход, если аудиофайл будет записан с цифрового выхода. Здесь надо быть внимательным. И, соответственно, настроить правильную синхронизацию, иначе работать ничего не будет. Следующее подменю позволяет точно установить уровень записи. При нажатии ручки выбора меню можно сразу увидеть точное отображение уровня сигнала, пиковое значение в левом и правых каналах. Регулятор, соответственно, позволяет настроить уровень сигнала в диапазоне от минус 60 до плюс 12 дБ. Я хочу обратить внимание на то, что это профессиональный рекордер. Следовательно, при балансном подключении входной сигнал должен иметь высокий уровень.
то есть соответствующий профессиональным устройствам. Небалансный вход имеет стандартное значение номинальное напряжение это 250 милливольт и максимальное напряжение это 2 вольта. Поэтому при балансном подключении иногда может потребоваться предварительный усилитель, если напряжение источника сигнала низкое. Но обычно усиление плюс 12 дБ вполне хватает. Следующее подменю, сейчас я выйду, это CRT. Здесь возможно преобразование входного цифрового сигнала одного формата в другой или одной частоты дискретизации в другую. Следующее подменю переходим, соответственно. Здесь можно настроить синхронизацию. Можно и нужно, когда используется передача цифрового устройства, соответственно, все в цифре передается. Нижнее подменю. Монитор. Можно выбрать, соответственно, отображение сигнала вне зависимости, включена кнопка записи или нет. На мой взгляд, это удобная функция. То есть можно контролировать входной сигнал без включения рекордера, подключения функции записи рекордера. Далее переходим. Следующая группа под меню. В следующем подменю можно выбрать автоматическую нумерацию треков. Можно создать автоматическую нумерацию треков по уровню сигнала. Можно выключить ее, то есть выключить автоматическую нумерацию треков. Когда выбран цифровой режим, автоматическая нумерация треков отключается. Тоже важно помнить. Можно создавать треки по заданному времени. Например, при выборе 30 минут, каждые 30 минут будет создаваться новый файл. Можно активировать создание файлов по размеру. Например, сейчас у меня выбран и установлен размер 2 гигабайта. Однако я хочу отметить, что максимальный размер записываемого файла составляет 2 гигабайта. Если запись достаточно длительная, то создается несколько файлов с максимальным размером 2 гигабайта. Затем с помощью специального бесплатного приложения TIC HiRes Editor можно соединить несколько файлов в один. Все файлы соединяются один в один, без каких-либо помех и пропусков. Далее переходим. В следующем подменю можно активировать, соответственно, создание меток автоматических или ручных, то есть сделать в ручном режиме. Сейчас у меня эта функция отключена. Автоматический режим паузы у меня сейчас тоже он выключен. Следующая группа меню. Нажимаем опять меню. Здесь можно выбрать функцию воспроизведения файла. Сейчас у меня выбран режим воспроизведения всех файлов или выбрать режим воспроизведения только одного файла. Далее здесь режим повторного воспроизведения у меня сейчас выключен. И следующее подменю можно активировать запись файлов с паузы или без паузы. Далее следующая группа меню. Здесь можно отформатировать выбранную карточку или, соответственно, выбрать под меню копирование. Можно выполнить копирование с одной карточки на другую или выполнить копирование с выбранной карточки на USB-накопитель или сделать копирование с USB-накопителя на выбранную карточку. Под меню информация. Это подменю позволяет получить данные о носителе, если нажать посмотреть, какой размер накопителя, сколько осталось свободного места и сколько записано файлов. Сейчас отображается информация о карточке, что карточка имеет размер 119,5 гигабайт, доступно 115,9 гигабайта и записанных полных файлов у меня пока 0. Далее. Следующая группа меню. Следующее подменю открывает возможность переименования файлов. Далее это, соответственно, удаление и разделение файлов. Функция разделения файлов может пригодиться при разделении аудиофайла, записанного с виниловой пластинки.
на отдельный файл. Например, записать одну сторону с виниловой пластинки и потом разбить, соответственно, все это на треки. Можно записать всю пластинку целиком, а затем в нужном месте сделать метки и, соответственно, разделить один файл на несколько файлов. Далее. Здесь следующее подменю позволяет сделать сброс до заводских настроек, если что-то пошло не то и не так. Следующее подменю – это выбор языковой поддержки клавиатуры. Здесь он возможен только на двух языках – английском и японском. Поддержка других языков не предусмотрена. Ну, здесь я, конечно, не вижу никаких проблем, потому что при необходимости редактирование файлов и папок можно выполнить на компьютере. Следующее подменю позволяет настроить пиковый индикатор. Индикатор пикового уровня. Эта функция тоже очень полезная. По умолчанию это 2 секунды, но можно выбрать любую, включая там бесконечное время. Я сейчас поставлю то, чтобы не было 2 секунды. Время интервала индикации пика уровня можно установить на максимум. Такой интервал может быть полезен при записи файла с виниловой пластинки. Можно поставить пластинку на запись, а в конце записи посмотреть, а был ли превышен уровень, пиковый уровень записи. Нет, ну значит все в порядке. А если был, то, соответственно, придется тогда, скорее всего, переписывать всю сторону пластинки. И последнее подменю. Можно установить текущую дату и время. То есть какая дата и время. Нажатие кнопочки, соответственно, Home Display. Переходим, соответственно, на начальное положение. Здесь есть возможность отрегулировать яркость дисплея и подсветки. Нажатие кнопки, соответственно, Home Display и поворот регулятора. А внизу кнопочка для сброса, соответственно, индикатора. То есть сброс пикового уровня. Сброс пикового уровня. Я рассказал, что находится на фронтальной панели и как можно управлять рекордером. Сейчас я разверну рекордер и покажу, что находится на задней панели. Я развернул рекордер. Теперь можно увидеть, что находится на задней панели. Сразу обращает внимание, что здесь все очень серьезно. Так оно и есть. Тик-рекордер профессионального уровня. Рекордер имеет балансную схему и обрабатывает левый и правый каналы раздельной конструкцией двойное моно. Визуально задняя панель разделена на 3 части. Первая часть – это аналоговая часть. В центре вторая – это цифровая часть. Третья часть – здесь расположены разъемы для синхронизации цифровых устройств и подключения питания. Для записи аналогового сигнала рекордер имеет как балансный, так и небалансный вход. В левой части аналоговой панели, соответственно, разъемы для входа аудиосигнала. С правой стороны для выхода аудиосигнала. Для небалансного входа рекомендуемый диапазон напряжения от 160 мВ до 2 вольт РМС. Для балансного входа рекомендуемый диапазон напряжения от 1,6 вольта до 10 вольт РМС. Вот так-то необходимо учитывать. При небалансном подключении желательно, чтобы входное сопротивление источника сигнала было по возможности ниже. При балансном подключении необходимо учитывать низкую чувствительность входа рекордера. В центральной части панели установлены разъемы для подключения цифрового входа и выхода. Возможно подключение здесь с помощью коаксиального кабеля или кабеля балансной конструкции. Через разъемы BNC можно принимать и передавать DSD RF файлы. В правой части рекордера расположены разъемы BNC для синхронизации устройств, когда подключение выполнено для цифрового входа и выхода. Для подключения кабеля питания
используется стандартный разъем. Напряжение питания 100 вольт. Как я уже говорил, можно выполнить аналоговое подключение как балансное, так и небалансное. Для балансного подключения можно использовать вот такие кабели, такие кабелечки. Для небалансного подключения нужно использовать другие кабели. Или вот такие, или вот такие. По конструкции это два различных кабеля. Сейчас я расскажу, какое лучше выбрать подключение для рекордера. Есть одна серьезная особенность у любой профессиональной аудиотехники и домашней аудиотехники высокого класса. Входное сопротивление здесь меньше, чем у обычной аудиотехники. В домашней аудиотехнике входное сопротивление обычно составляет 47-100 кОм. В профессиональной аудиотехнике или high-end технике входное сопротивление варьируется от 10 до 20 кОм. Рекордер TIC имеет на балансном входе сопротивление 10 кОм, на небалансном входе 22 кОм. Это сделано намеренно. Изначально предполагается, что источник сигнала будет иметь низкое выходное сопротивление. Если источник сигнала имеет высокое выходное сопротивление, тогда необходимо внимательно отнестись к выбору межблочного кабеля. Прежде всего это относится к небалансному подключению. Итак, чем выше выходное сопротивление источника сигнала и выше входное сопротивление приемного устройства, тем больше надо уделять внимание межблочному кабелю, чтобы отношение сигнал-шум было как можно выше. Для того, чтобы отношение сигнал-шум было высоким, выходное сопротивление источника сигнала делают низким. Выходное сопротивление устройства может быть в диапазоне 100-200 Ом или даже ниже, 30-50 Ом. Низкое выходное сопротивление источника сигнала позволяет уменьшить входное сопротивление приемного аудиоустройства. Что это дает? Это дает возможность получить высокое отношение сигнал-шум и выбрать для такого соединения оптимальный межблочный кабель. Если используется источник сигнала с высоким выходным сопротивлением, лучше использовать балансную конструкцию межблочного кабеля. Кабель достаточно высокого класса можно изготовить самостоятельно. Я уже давно не покупаю кабельную продукцию, а делаю ее сам, то есть делаю самостоятельно. Сейчас я покажу распайку кабеля балансной конструкции. Кабель изготовлен в Японии, экранированный, имеет два проводника. Со стороны источника сигнала один из проводников плюс экран соединяется на корпус, то есть на терминал корпуса. Второй, соответственно, проводник здесь соединяется на клемму центральную. Со стороны приемного устройства экран кабеля не подсоединяется к корпусу. То есть соединяется только два провода, центр и масса. Такая конструкция межблочного кабеля позволяет получить высокое отношение сигнал-шум при высоком выходном сопротивлении источника сигнала. Однако конструкция такого кабеля, как правило, многожильная. Если выходное сопротивление передающего устройства, аудиоустройства низкое и относительно низкое входное сопротивление приемного устройства, предпочтительно выбирать тогда межблочный коаксиальный кабель. У меня изготовлен вот такой вот коаксиальный кабель с двойным проводником. Еще хочу обратить внимание, что достаточно часто, когда записывается аудиофайл, уровень записи выбирается максимально на уровне клиппинга, что приводит к росту нелинейных искажений. Еще одна проблема, которая вроде сразу и незаметна, но приводит к заметному ухудшению звука, это отсутствие контроля за абсолютной фазой сигнала. При записи аудиофайла с виниловой пластинки пользователи умудряются перевернуть
абсолютную фазу на 180 градусов. На каком этапе это происходит, сказать трудно. Возможно, так записана виниловая пластинка. Возможно, фазу переворачивает фонокорректор. Или фазировка меняется в предварительном усилителе или в рекордере. Важен результат. Абсолютная фаза перевернута на 180 градусов. Для теста я взял из интернета несколько аудиофайлов с перевернутой фазой. Так что будет возможность сравнить, как звучит аудиофайл с нормальной и перевернутой абсолютной фазой. Но сначала вам необходимо будет найти эти аудиофайлы среди файлов для теста. Что касается технической части, я рассказал все, или почти все. Конструкция межблочных кабелей, конечно, не ограничивается, какой межблочный кабель, балансный или небалансный. Осталось рассказать о впечатлении прослушивания аудиофайлов, записанных на рекордере TIC SD500HR, и прослушивании других аудиофайлов на рекордере TIC. Использование автономного рекордера без подключения к компьютеру дает очень хороший результат. Например, прослушивание аудиофайлов формата DSD без преобразования DSD файлов в PCM. Цифровой сигнал напрямую преобразуется в аналоговый сигнал и подается на усилитель. Разница между преобразованным сигналом на компьютере и прямым сигналом DSD с рекордера TIC достаточно большая разница. Под видео по ссылке можно найти папку, где есть оригинальные файлы и копии, выполненные с оригинальных файлов на рекордере TIC. Для записи аудиофайлов использовался аналоговый выход другого рекордера и аналоговый выход проигрывателя Super Audio CD. Для записи аудиофайлов я использовал аналоговый вход как балансный, так и небалансный. Я не использовал для записи винил, потому что есть очень много нюансов, таких как какой использовался проигрыватель, какая использовалась головка звукоснимателя, какой фонокорректор, какие соединительные кабели и так далее. Поэтому за основу я взял качественные цифровые аудиофайлы. Будут две группы файлов. Одна группа WAV 24192, другая группа DSD файла с частотой дискретизации 5,6 МГц. Аудиофайлы, записанные в формате DSD, мне понравились больше. Точнее передается пространство, точнее передается тональный баланс, звуковая картинка выглядит реалистично. Для того, чтобы у вас было собственное мнение, необходимо скачать файлы, прослушать их и сравнить. Будет еще одна папка, в которой будут файлы, записанные с разных источников и разным способом подачи аудио на рекордер. В этой папке будут как оригиналы, так будет копия, а также будет записи с виниловых пластинок. Я специально не расшифровал, где какой файл. Просто нумерация 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Для любителей аудиотестов, наверное, это будет интересный слепой тест. Позднее я дам расшифровку, как выполнена запись того или иного файла. Пишите в комментариях о проведенном аудиотесте. Многие аудиоэксперты говорят, что могут одним ухом определить, какой CD-диск играет у соседа за стеной, оригинал или копия. Есть любители аудио, которые говорят, что очень хорошо определяет и отличает качество формата и качество записи. Однако, когда начинается тестирование, выясняется, что удается определить 50% материала. А это уже угадывание. Достоверно можно назвать результат, если определение составляет не менее 95%. На этом видеообзор завершен. Со всеми прощаюсь. До новых встреч.